Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Спасибо большое за то, что заходите, комментируете и ждете новые выпуски. Марк Фейгин со мной прямо сейчас на связи. Марк Захарович, здравствуйте. Рад приветствовать. Марк Захарович, множество нового мы узнали с Валдая. И, собственно, с этого я предлагаю очень коротко начать, потому что уже все, кажется, обсудили, как выглядел Путин, что он нес. Но что, по сути, вы выбрали самое главное вот на этом этапе войны? Ну, для меня главное это все-таки рассуждение о ядерном оружии. Вот все, что касается его, я думаю, вот для меня лично, так сказать. Все остальное шелуха, которую, в общем, мы и до этого слышали, нового там почти ничего. И как бы мы больше утверждаемся ровно в том, что и без того знали. Ядерное оружие для нас важно, потому что тема не снимается. Она переживает разные, так сказать, подъемы и спады. Но Путин раз за разом к ней обращается, к этой теме. И не то, чтобы только принужденно. То есть задают вопрос, я же отвечаю, что и так далее. Нет, поскольку мы знаем, как задаются вопросы, их задают заранее до начала всех его выступлений, и понятно, что они сами эту тему провоцируют. И, собственно, именно так парировал это все Байден. Мне понравилось, он сегодня правильно сказал, говорит, а если он не собирается применять ядерное оружие, о чем говорит, и что у этого нет смысла ни в военном, ни в политическом смысле, а зачем он раз за разом к этой теме обращается? Помалкивай. Это то, о чем я не помню, у вас говорил или нет, что есть табу, абсолютное табу по поводу ядерного оружия. Не применять, не использовать, не грозить им, не шантажировать им, не разводить на него. Это абсолютно запрещено, потому что, ну, как бы ядерное оружие, такая договоренность существует десятилетия. Даже в излете советской власти, ну, как бы все что угодно, кроме использования ядерного оружия. Ну, тогда была идеология, и она помогала пониманию этого всего. А что, ради чего весь коммунизм? Чтобы разрушить весь мир, что ли? Здесь идеологии нет, здесь есть только фанаберия, есть только желание, значит, владеть, управлять, заставлять, унижать и убивать. Больше никакой идеологии здесь нет, я просто ее не усматриваю. И поэтому, конечно, Путин использует как средство шантажа. Разными способами, в разных редакциях. Он говорит одно и то же. У нас есть ядерное оружие. Как он ответил? Что пока есть ядерное оружие, всегда есть угроза его применения. Правда? А Он вот думает, эта что если пауза, да, вот эта пауза, когда ведущий спрашивает, что, мол, вы же в 2018 году сказали, что мы в рад попадем, а все сдохнут, что сейчас? И такая да. вот улыбка, эффект достигнут. Ну, это, конечно, Но дико. об этом и речь. Об этом и речь. И, собственно говоря, обращение к этой теме свидетельствует как раз-таки того, что вопрос не снят. Вопрос только усугублен. И источником, виновником его ни в коем случае не Запад, со всеми этими, ага, там девочка погорячилась, пролез трасс и так далее. Ну так простите, это все ответные тебе заявления, которые делаются, поскольку предпосылка твоя изначально была. Хоть он говорит, мы намеком. Как же намеком, друг дорогой? Вот 30-го, давайте не будем далеко отходить. 30 сентября он говорит, дважды Соединенные Штаты применяли оружие. Прецедент. Ну, то есть, получается, раз прецедент, значит, и другим можно. Ну, погодите, значит, если ты раз за разом к этому обращаешься, теме, значит, ты, безусловно, расположен к тому, чтобы поступить аналогично. Почему? Потому что если бы не было войны, ну, говорит. Да, так сказать, потрясает этим всем. Но ты же уже воюешь, ты находишься в войне. Значит, логично, что ты обращаешься к этой теме, дабы либо применить его, либо шантажировать им. Ну, я не знаю, ну, какие еще здесь нужны доказательства. И, в общем, то, что он продолжает эту тему, скорее свидетельствует, о неуверенности, что он может достигнуть хоть какого-то относительного успеха путем использования конвенциональных вооружений, потому что я эту неуверенность вижу. Второе, что ему может быть и не грозит успешные переговоры, на которые он так рассчитывает, и повторяет о них тоже постоянно. Это что это за странная манера, значит, говорить о том, что нам переговоры не нужны, мы тут доведем все до конца, но повторять о том, что, значит, киевский режим отказывается, а мы-то готовы. Ну, понятно, что для него это развод, это не желание действительно прекратить войну, договориться, а получить свое. Вот. И это лишь инструмент, а не самоцель. Но также ровно мы можем рассуждать, что как раз обращение к ядерному оружию – это последнее средство, от которого он еще не отказался. То есть он попробует и мобилизацию, и, возможно, заставить Лукашенко с севера вместе с российскими мобилизованными вести белорусские войска. Конечно, он попробует все. Получится, не получится, второй вопрос. Но то, что у него в голове сидит это последнее средство, которое гарантирует ему искомый результат в его представлении, как ему кажется.
да, оно не отменилось. Даже угрозами ответными, которые звучат с Запада, о том, что недопустимо применять ядерное оружие, последствия будут катастрофические и ужасающие. Поэтому мне кажется, что важно было, что он именно на Валдайском клубе об этом сказал. Многие ждали, а вдруг он, скажет, там, объявит войну и так далее. Ну, Валдайский форум не очень располагает для таких тем. Это отдельные заявления по протоколу, как бы, которые он делает, обращаясь к собственным гражданам. Валдайский форум – это такой флер, значит, рассуждений отвлеченных, казалось бы, с выходом на какой-то, ну, я бы сказал, политологический уровень. Мы тут вот собрались, доктринально обсуждаем, вот все наши доклады, прогнозы, они помогли, сбылись и так далее. Я так Вот. понял, Марк Захарович, что Путин собирается жить еще 10 лет. Он же говорит, что ближайшие 10 лет будут самыми тяжелыми для мира. Вы ошибаетесь. Он собирается жить вечно, это раз. И прилагать для этого усилия. Знаете, как в анекдоте, пока все идет нормально. Значит, это во-первых. А во-вторых, ну так он же после, по окончании этого тяжелого десятилетия собирается почивать на лаврах, так что он никуда уходить не собирается. Ну, собственно, ничто об этом не свидетельствует. Его кончина может быть только физической, в этом смысле, его политической власти, я имею в виду. Поэтому я бы сказал, что здесь, наверное, правильным было бы сказать, что это десятилетие и без его догадок, и без его сообщений уже очевидно, как складывается, мы это сами видим. Но еще раз хочу подчеркнуть, с чего это он закладывается на то, что он выйдет победителем со всеми этими многополярными, как ему кажется, конструктами, с Россией, которая, так сказать, усилится, что найдутся новые союзники в Азии, что мы окончательно закрываемся от Запада. Ну, он же сам же эту программу декларирует. С чего это он так решил? А многим так не кажется. И я даже думаю, что, скорее всего, это эфемерная надежда, это ничем не обоснованная. И следующее десятилетие уж точно будет без Путина, скорее всего, если такими темпами уже сейчас складываются обстоятельства. Практически по всем аспектам у него же нет успеха. И он впервые столкнулся с ситуацией военного неуспеха. Это самый главный для таких диктаторов вопрос. Самое главное показатель как бы его правления, потому что он, он может проигрывать в экономике, коррупция, он может, так сказать, быть неуспешным в технологической сфере, у него могут падать ракеты и не быть научного успеха по прогрессивному развитию, да, собственные там, не знаю, сферы образования, технологий и так далее. Но проиграть в войне для диктатур такого типа, особенно милитаристских диктатур, имперских диктатур, это самоубийство. Во всяком случае, пока он ничего не выигрывает. Как минимум, и будем осторожны в оценках, пока он ничего не выиграет. Он очень скромный, его достижения, мягко говоря. Да? Поэтому, что будет происходить дальше? Ну, разные можно строить прогнозы. Я скорее склонен доверять по части военных экспертов тем, кто говорят, что мобилизация не может принести успеха как таковая. Ей нужно еще что-то. И это что-то невозможно добиться в обозримые сроки. Ну, реформирование армии, прежде всего. Изменение командования, да, улучшение его. Это улучшение состояния военной техники. А как он это по ходу войны Да и сделает? Ну, просто людей, интересно. Марк Захарович, и людей, потому что такие И, конечно. новости идут, то с казахами, там, отрезали пальцы, срочники, сцепились. Да-да-да. А вот эта новость с Архангельской области, которая вот, ну, вот пролетела только что, в момент буквально нашей с вами Да, не видел встречи, я, что да. в Архангельской области военный контрактник на КАМАЗе наехал на 20 мобилизованных. Двое погибли, 11 получили увечья. Ну, скажем так, что, как, почему возле поселка Мирный, понятно, идет следствие, разбираются. Но мы видим, что внутри очень нездоровая атмосфера из-за этой самой мобилизации. Не, абсолютно. Абсолютно. Ну, во-первых, это не первый случай. То, помните, на полигоне под Белгородом взяли, уложили то ли 11 человек, то ли никто не знает сколько, вот эти два таджика. То, значит, мы то и дело видим в пабликах, они публикуют видеозаписи, то кто-то извиняется, то кого-то, значит, избивает, то еще что-нибудь. Ну, просто, во-первых, мобилизация привела в армию, да, она и так была так себе, эта ситуация с контрактниками, там, не знаю, и так далее, но она завела в армию людей, которые, ну, либо вышли из алкогольных ларьков, либо из зоны, понимаете? Это, во-первых, потому что, ну, явно университетский выпускник не сильно сможет задержаться в этой среде, честно говоря, вот потому что мы видим. И я думаю, это общая ситуация. Это не то, что вот в какой-то отдельной части все плохо, а в других все замечательно. Вот как-то мне так не кажется. Вот не складывается такого впечатления в принципе. Плюс, вы понимаете, я бы еще вот такую особенность отметил. Ведь давно уже
не было необходимости сводить людей на разного национального состава в одном месте. Потому что даже, вы удивитесь, срочников как-то стараются, знаете, кавказцев сюда, этих сюда, там, башкир сюда, ну, по возможности. Как-то, в общем, избегать этих конфликтов обычно. А сейчас же все скоропалительно делается. Сейчас на ходу призвали, сложили, свезли. Естественно, эти конфликты имеют долгосрочное продолжение. Азиаты, кавказцы, русские. Вот эти сказки про дружбу народов, они нужны только для дебилов. Понимаете? Что в Советском Союзе, я много раз говорил, никакой дружбы народов вообще не было. Народы друг друга, народы, не люди отдельно, народы друг друга ненавидели. Ненавидели. Это сказка, которая нужна была советскому руководству, коммунистической идеологии, там, значит, советскому нарративу в принципе, что вот мы все советские люди, да? Общность советский человек. Да не было никакой этой общности. Кто такой советский человек? Ровно то же самое касается россиян. Нет общности россияне. Она не сложилась, она не возникла. Люди не чувствуют друг другу по отношению к друг другу себя своими. Испытывать эмпатию, да? Наоборот, это скорее конфликтная история. И сейчас, когда невозможно развести по разным домам, но война, она этого не предполагает. У тебя все время будут сборные какие-то группы национальные, языковые, религиозные и так далее. Она их столкнула, и люди вдруг, а он намаз, говорит, совершает. Ты зачем, говорит, намаз делаешь? Ты уже достал своим Аллахом, я вот видел эту видеозапись. И я думаю, что это повсеместно происходит. Повсеместно, понимаете? Одни угнетают других. Почему? Потому что они пришли из страны, из общества, в котором унижение является главным инструментом отправления власти. Главным инструментом отправления власти. Общество именно так и живет. Над ними кто-то издевался, там, участковый, там, не знаю, начальник и так далее. И вот они приходят, и вдруг они в среде таких же, как они, и им хочется эту иерархию немедленно установить и самим над кем-то издеваться, самим над кем-то подняться. Естественно, так сказать, воевать в таких условиях я с трудом себе представляю, как эти люди в бой вместе пойдут, будут, так сказать, вместе делить еду, делить кровь там, и так далее. Это, знаете, очень конфликтная перспектива, очень конфликтная. И то, что каналы еще в советские годы, сейчас, с учетом войны 21 века, помощью Украине вообще Запада, лучшими вооружениями, лучшими, значит, помощью военных экспертов, ну, военные тоже помогают операции проводить и так далее. Ну, как бы противостоять этой машине, я с трудом себе представляю, как эта биомасса, это же не солдатская биомасса, это биомасса обывательская, просто ее обредили форму. Вот я с трудом себе это представляю. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, я не думаю, что у Путина так много возможностей для того, чтобы, ну, типа война все спишет. Вот закидаем трупами, а там разберемся. Вот на что же расчет. Как вот у меня вот Ходжес, генерал, вот у меня интервью было на канале, он сказал, что тела поменять на время. То есть выиграть время, закидав телами молодых людей. Ну, Ходжес рассуждает как генерал американский. Беречь, там, сохранять. Никто в Москве так не рассуждает. Никто в Кремле так не говорит. Да ладно, что ты, 1000, 2, 5, 100. Пофигу. Нет такого критерия, значит, драгоценности человеческой жизни, потери, которые могут привести к пересмотру планов. Не приведут к пересмотру плана. Мы это уже убедились, мы это поняли. Нас скорее пугает, что сами эти люди идут на заклание. Может, они не понимают, но это не значит, что они не должны осознавать или не осознают, что жизнь копейка, она ничего не стоит. В условиях такой войны у них шансов никаких. То есть его выживание зависит не от высокого процента, а от случайности. Вот что я хочу сказать. Да, и какой бы он там ни был, ну там, развитый, обученный, у него нечем. Да. Нет, самое главное, что война ведет дистанционно. 70-80% потерь это бесконтактный бой. То есть ты не то, что там куда-то тебя послали и тебя стрельнули. И такое, конечно, бывает, но основная масса погибает от артиллерийского огня, хаймерсов, от дружественного огня, от каких-то минометных обстрелов и так далее. Понимаете? Там, дроны сыпят. Все испещрено записями, где даже самодельные дроны убивают 1, 2, 3. Не говоря уже о дронах, которые призваны, значит, бороться с личным составом, значит, живой силой противника. Да, видите, поэтому вы так больше общо, а вот даже физически наши бойцы прям, ну, понятно, что там есть много записей уже с пленными, мобилизованными пленными. Они просто поражаются, во что они одеты, да? С чем они, точно. Что у них в карманах, ну, ужас. Что они едят, чем бинтуются, то есть, да. Так оно все и есть. Это не то, что
Проще сказать, это вот украинская пропаганда, ну, там, в российских пабликах комментариях, а нет, вот хорошо обеспечены. Ну, вот я посмотрел видеозапись. Мы, говорит, хорошо обеспечены. Стоят в ушанках. В ушанках стоят. Ну, хорошо, ладно, ушанки там, зима предстоит, ладно. Стоят в каких-то там несуразном камуфляже старого образца какого-то. Значит, с какими-то рюкзаками еще советскими. Стоят там, сказать, в сапогах. И вот рассказывают, мы, говорит, хорошо упакованы, все отлично. Да. То есть страшно подумать, какое там оружие, оно немногим лучше амуниции. А их убедили, что этого достаточно, это нормально. То есть они не понимают, что война 21 века, вот то, что происходит сейчас в Украине, на юге, на востоке, там, это вообще другая война. Это не котелки с сапогами и портянками. Это совсем другая война. Вот они этого не понимают. Не, они поймут, они сейчас попадут на передовую, и там все станет, ну это вот так. А нам же не говорили. А как же, вот нам же нужны и тепловизоры, нам нужны и дроны, разведка, даже вот маленькому подразделению. А как вы без этого всего? Вы куда? Вы вот и все, и вас зафиксировали, и туда полетел снаряд, или полетел, так сказать, мина и так далее. И что вы тогда? И они поймут, что технологичная война-то. Ну и поэтому и воюет, в принципе, Россия с технологиями и с энергетикой украинской. Сегодня беспрецедентная новость. Впервые, ну, не по, скажем так, перетокам, таким, скажем, аварийным, а вот закупаем мы из Словакии электричество. Первые, скажем так, киловатты пошли оттуда, из Европы. И, ну, видимо, ядерная как бы история снята с повестки дня вчера Путиным, что мы обсуждали. Поэтому Медведев комментирует это и говорит примерно следующее, что все очень просто, со светом наладится, когда признаете право России на цели и задачи спецоперации, ну и, конечно, признайте результаты вот спецоперации, то есть намекая на вот эти территории по Херсону. Ну, что это, что об этом можно сказать, выпаде Медведева? Я так понимаю, что после там десатанизации, да, вот вообще непонятны цели и задачи СВО, что признавать? Не, ну, он говорить может все, что угодно, и требовать все, что угодно. Чего ждать от Медведева? Человек дурак. Понимаете, и, так сказать, ладно, вот мы его дураком называем, скажут, вот его ненавидите. Ну, ладно, бог с ним. Они сами его дураком считают. Знаю. Одна его лепень кожаная, значит, с галстуком на Уралмобилном заводе. Ну как? С одной стороны, человек одевается во что хочет, но, понимаете как? Единство места, цели и времени. Вот в одном Медведеве, когда это сходится, это отражает, собственно, вот смысл того, зачем этот человек живет. Понимаете? Он живет, чтобы смеялись другие. Ну, то есть, вот у него ни чувства меры, ни понимания. Никогда он говорит, никогда одевается. Никогда, я не знаю, играет в баланчик. У него модно было. Вот не за Сталина, когда был президент, он играл бомбинтон. У него была кличка Валанчик. Ну, сейчас это уже ушло. Много после этого кличек было. Трусы Кельвин Клейн, которые высовывались из штанов. То есть, к нему предельно презрительное такое уничижительное отношение в аппарате власти. Понимаете? Потому что русская власть, она другая. И это не то, что он такой прогрессивный, либеральный, такой достаточно открытый, какого он из себя рисовал с 8 по 12 год. А просто он дурак. Вот, это простое объяснение. В нем нет ничего современного, европейского. Он просто дурак. Вот. Но то, что он говорит, он выражает, конечно, с подачи Путина. Ему Путин разрешил вот эти вещи блудить. Он выражает все то же самое. Да? Через угрозы, попытку добиться своего. Причем игнорируя очевидные факты неуспеха самой Москвы. Мы что-то не слышали от Медведева, как он комментирует Харьковскую операцию, или как он комментирует потери территории на юге, на правом берегу, как он комментирует потери, и не мобилизованных только, и до этого. То есть он только врет или молчит, или что он делает. Поэтому на самом деле весь этот понт корявый, как сказать. Понт корявый. Пугать тем украинцев, что они останутся без света или без электричества. Не, ну можно, но только люди, которые, значит, в разбомбленных домах, там, потеряли части территории, на которых убито десятки тысяч людей, честно говоря, вот сейчас вот на это их уж точно не разведешь, точно не испугаешь. Поэтому единственное, что они действительно могут продолжать бомбить эту инфраструктуру, но ответ может быть только один: предоставление Украине соответствующих средств таких же. И тогда вы должны тоже узнать, как это бывает без света. Ну да, пробовали же в,
скажем так, в Крыму, в Белгородской области бить по электростанциям. Может и дальше пойдет, может и дальше это пойдет. Поэтому там ведь, понимаете как, они же не думают, им наплевать. Ну, будет вот в Белгороде сидеть без света, в Шебеке. Там и так света уже не будет, наверное, никогда. Его уже никогда не починят. В этом Шебеке несчастном. Но это может дальше пойти просто. И я думаю, что так или иначе их предупреждают об этом, что вот учитывая ваше поведение, вот с Остином уже разговаривал Шойгу, он, конечно, про грязную бомбу, а ему, возможно, сказали, что если вот это не прекратится, то мы передадим такие и ракеты, и дроны, и все такое, которое летит прямо до Кремля. Ну, как бы вы добьетесь того, чего вы хотите. Потому что оружие, конечно, носит не только, как я уже много раз говорил, целью уничтожения, но и сдерживающий характер. То есть, есть такой барьер, есть такая черта, за которой они задумаются. Ну, хорошо, вот мы сейчас иранскими дронами будем продолжать бомбить эту критическую инфраструктуру, но им уже передали средства, они то же самое начнут делать. Причем не где-то там, в Белгороде нам вообще начали, а у нас, вот, это вот у нас прямо на Рублевке, там около Кремля. Ну, ё-моё, это надо подумать, стоит ли нам это делать. Марк Захарович. Им тоже ведь дают как бы люфт временной, но они как бы вот не втыкают, они Медведева выпускают. Марк Захарович, если, ну там, Медведев дурак российской политики, а Кириенко, получается, умный? Это очень хитрожопый. Он как бы ум там, я не знаю, не берусь судить, сомневаюсь, но это очень хитрый тип. Очень хитрый тип. Он как бы герой России, кстати, вы знаете? Нет. Кириенко. Он зовут. Да, Ну, вид у Кириенко. него очень героический, да. Сергей Владиславович, он, конечно, да, герой России, ему дали за секретным указом за победу, за проведение выборов президента. Путин его наградил. Вот. Но он, конечно, естественно, всю жизнь с КГБ связан. Он был вторым секретарем горкома ВЛКСМ еще на излете советской власти. И, в общем, сотрудничал с Горьковским КГБ, это известно. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, смысл здесь следующий, что Кириенко, вот часто говорят, что у него личные планы какие-то. Я считаю, что это не так. Кириенко абсолютно инструмент Путина, выполняет все, что ему говорят, говорит все, что ему говорят. Никакой там самостоятельности особой и каких-то планов там на занятие места Путина или чего-то такого там нет. Я бы не преувеличивал. Ну, конечно, по-разному в жизни может повернуться, но в принципе Кириенко сторонится откровенно силовой среды. Он связан с Юрием Ковальчуком, это известно, это его патрон такой при Путине. Он его, собственно, так подталкивал все эти годы, Кириенко. Но он больше близок к Собянину и вот сюда, Мишустину, вот в этой блок, в этой части. У них могут быть какие-то корпоративные интересы, какие-то общие планы, но, еще раз повторяю, во всяком случае, пока они не отличны от планов Путина. Что там будет дальше, это еще большой вопрос. Но, во всяком случае, пока Кириенко является частью системы, будучи первым заместителем главы администрации, замом военной администрации президента, лично доверенным лицом Путина. Поэтому все, что он делает, это все-таки в большей степени то, что ему приказывают. При том, что он выходит же из либералов. Это тоже очень важно. Ну, псевдолиберал, квазилиберал. Ну, его Немцов привез в свое время в правительство в конце 90-х. Сделали, если вы помните, премьером. Самый неуспешный пример, потому что из него экономист никакой. Вообще, ну, помните, киндер-сюрприз его называли, да? Киндер-сюрприз, да, так сказать. Он довел экономику до ручки. Вот. Ну, там были и объективные обстоятельства, но это не отменяет того факта, что комсомольский работник не может стать замечательным премьером. Но это другой вопрос. И, в принципе, то, что он в правом деле возглавлял список вместе с Немцовым там, и так далее, это тоже показатель, что чего стоит русский либерал. Он вчера такой, а сегодня он про русский мир и народную войну, понимаете? Цена копейка. Цена копейка их идейности, там еще чего-то, каких-то убеждений. Цена копейка. Таких надо точно так же к стенке ставить, как и самых отпетых КГБшников, которые, значит, людей карали, там, пытали. Разницы никакой. Понимаете? Да, вы знаете, и в этом смысле, чтобы не ошибались на его счет, потому что очень долго, какое-то время, вот ближе к середине десятых, говорили, что Кириенко, он же выходит, он же либерал, все, с ним все. Мы видим, что это за либерал. В Херсоне инспектируют эвакуацию, да? Да, именно, да. Вот мы видим этих либералов, поэтому к стенке точно так же, как всех остальных. Вот мой сказ. Да. А там будет, это не будет, это уже как бы это вообще чихать. Друзья, я приглашаю всех подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, перейти на канал Марка Фейгина, тоже проверить, есть ли у вас уведомления о начале
трансляции, потому что они ежедневные, они очень интересные. Ну и, конечно, посмотрите, скажем так, продукцию вот этого бренда Фейгин Арестович. Посмотрите, приценитесь. Ну и помните, что это, конечно, на доброе и благое дело. Марк Захарович, у меня есть еще один вопрос. Вот мы поговорили о либералах, а теперь давайте в завершении... Ну, вы высказывались на эту тему, но тем не менее. Собчак. По-моему, она сделала ошибку, что как бы поехала в Балтийскую страну и там осталась. Уж очень на нее там, в общем, ждали там Собчак и, скажем так, местные депутаты клеймят ее позором, призывают спецслужбы с ней разобраться. Вот там, в стране Евросоюзе. Несмотря на то, что она как бы ехала по израильскому паспорту. Что ее ждет? Ну, правильно. Да, правильно они говорят. Ну, я думаю, что с высокой... Она же въехала именно в Литву. Если бы в Латвии еще как-то тоже было бы плохо, но еще терпимее было. Но у нее не было возможности из Белоруссии переход именно в Литву, и она пешком прошла именно там. Ну, следовало допустить, что у нее уже есть израильское гражданство, ее уже в этом обвиняли, она оправдывает, никакого израильского гражданства нет, но было понятно, что цена тоже копейка словам этих людей. Цена копейка. Соврать их, знаете, обычное дело. Я считаю, что это внутривидовая борьба, чтобы было понятно, она никакой не политический противник Путина, войны, этого нет ни в помине. Это внутривидовая борьба, денежная в основном. Такая понятийная борьба. Кого с кем? Вот, у нее масса доброжелателей. Но она представляет один клан, она действительно близка к Кириенко, кроется им. Значит, мама член Совета Федерации, от Тувы. Близкие отношения с Шойгу. Ее личный охранник был Золотов, крестник Путин. Понимаете? Но там есть масса людей, которые ее ненавидят, потому что она фанаберичная и жадная, и абсолютно такая безбашенная в силу вот этих крыш. Дива, которая зарабатывает на деньги на всем. Вот просто вот можно было бы снег зимой продавать. Она бы снег зимой продавала. Она зарабатывала на своих выборах как кандидат в президенты. Да? Ну, ее, понятно, исполнитель. И за то, что она участвовала, и денег дали. Ну, так прилично. Она зарабатывала на своих медиа. Она зарабатывала на отношениях. На всем, чем угодно. Это человек абсолютно, так сказать, лишенный нравственного начала в принципе. Даже на своей работе в оппозиции, да, присутствие в ней, когда она жила с Яшиным и выступала на паре других митингов, она тоже зарабатывала. Она никогда не теряла. Вот это важно понимать. Поэтому, да, никакого плана, я считаю, нету. Ее инклюдирования в оппозицию изначального, что вот ее специально отправили, да, ей помогли, ее крыша спокойно пересечь границу, чтобы ее не задержали, через Беларусь улетела, купила билеты в Стамбул, там еще куда-то. Это все так, знаете, для отвода глаз. Почему она уехала? Я вот обманула оперативные службы. Ну, если оперативные службы захотят, ты их не обманешь. Во всех аэропортах просто поставят человечка с маячком, и никуда ты не пройдешь. Поэтому эти сказки пусть оставят, знаете, дуракам. А что касается противостояние крыш там, или там, людей. Ну, знаете, она вот, например, участвовала в крабовом деле. Очень мощно. Там, бывший министр транспорта Франко, который зять Тимченко, близкого прежде Путину нефтяника, вот это из Буйнвора, ее сильно отжали. Она там прикрывала некого Кима. Но это огромный многосотмиллионный бизнес. Такой миллиардный бизнес. Крабовый, да. И ее была шумная история, она развивалась весь прошлый год. И, наконец, она с потерями вышла из этой истории. То есть, она пыталась завладеть компанией, которая там обороты миллиарды долларов. На Дальнем Востоке крабы, что бывает. Я думаю, здесь частично и эти отголоски, и другие. В общем, с ней решили ее смахнуть с доски. На какое-то время, чтобы она уехала. Никто, конечно, ее там не приторочит к делу. Дело по 156 вымогательство. Но я думаю, что она избежит серьезно каких-то последствий. Просто надо, чтобы время было. Ее убрали из страны. Но зная ее беспокойный характер, я не исключаю, что она сейчас начнет продавать возможность разрушить оппозицию вне пределов России, вмешаться во весь процесс, в обмен на возможность возвращения. Я бы этого не исключал. Она вот мастерица таких схем. Какое-то долгое время на это велись. Сейчас уже нет. Шансов у нее на это вообще ничтожные. Но представьте себе, что она создаст какую-то там группу антивоенную, возглавит ее, и в ней будут все эти кацы-шмацы. Ну, я такого не исключаю. Да, почему нет? А может быть наоборот, что западным спецслужбам она вот что-то зная, может передать для борьбы с Путиным? Или это исключено? Нет.
Не, абсолютно исключено. Она ничего такого инсайдерского непосредственно не знает. С Путиным она общалась эпизодически, значит, вот на открытии памятника, когда фильм снимала. Вот за эти годы раз-два. То есть, да, она много чего знает и много где прислоняет ухо, это правда. Но ее все-таки опасаются подпускать близко, потому что она баба инфернальная, вот, непредсказуемая, поэтому с ней больно серьезными какими-то темами не делятся. То есть, ее к политике не пускают. Она должна изображать. Вот то ли журналистику, то ли богему. Ну, изображай. Но никак не какие-то серьезные темы с ней решать не будут. Никто. Марк Фейгин был моим собеседником. Друзья, ну, напишите комментарий. Вот уже вижу, как вы стучите по клавишам. Вот сидят два мужика, обсуждают бабу. Разное обсуждаем и с удовольствием читаем все, что вы пишете. Поэтому, пожалуйста, с вас комментарий, с нас обязательно следующая встреча. Марк Захарович, спасибо большое. Да, всего доброго. До свидания. Друзья, берегите себя, увидимся скоро.